Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу начать нашу передачу со стихотворения одной нашей подписчицы. Димаш, ты гений, соловей вселенной, твой голос просто так неповторим. Любовь уставших лебедей нетленна, у этой песни нет альтернатив. Когда ты медленно идешь на сцену, твой голос просто льется в душу. Твои прекрасные глаза мне говорят: послушай. И твой учитель за роялем, он слышит каждой песни звук. Звучит твой голос гениальный. Он говорит о горечи разлук. Ты уходишь в образ, стоя на коленях, всего себя нам, людям отдавая. Какое же большое сердце у тебя, на всю вселенную хватает. За твой талант тебе готова поклониться. Как искренне ты кланяешься нам. Тебе нам невозможно не влюбиться. Летит твой голос прямо к небесам. Тебе здоровья, сил и вдохновения, простой и скромный житель Казахстана. Поклон за воспитание твое твоим родным и папе с мамой. С этих замечательных стихов мы начали нашу программу. Написала их Светлана Терещенко. Спасибо вам большое за прекрасное стихотворение. И вообще у нас большое количество стихотворений о Димаше, о его творчестве, к тех, кто хотел бы поделиться. Поэтому предлагаю устроить вечер поэзии на нашем канале. Как вам моя идея? Напишите. Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему о том, что Димаш хочет стать полиглотом. Сегодня мы сможем с вами подискутировать, какими и насколько Димаш владеет языками. И, конечно же, все это вызовет полемику. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте свои лайки. Ну что, вы готовы? Поехали! Полиглот с греческого означает «человек, владеющий многими языками». Начнем с того, как Димаш владеет английским языком. Димаш совершенствуется в английском языке, и наши американские подписчики написали под видео о его золотой кнопке от YouTube. А точнее под видео, можно ли назвать Димаша законодателем стиля, как А-студио. Следующее. У Димаша очень хороший английский. Мне всегда нравятся твои видео. Продолжай в том же духе. Я думаю, что это высказывание одного из подписчиков нашего канала «Мы в Сан-Франциско» дает нам полное представление о владении Димашем английским языком. Перейдем к знанию и владению Димашем русского языка. Сразу оговорюсь, что не претендую на знатока с отличным владением русского языка, но считаю, что мой уровень русского языка достаточен, чтобы я могла порассуждать с вами о владении этого языка Димашем. Давайте обратимся к конкурсу «Славянский базар-2015». Мне, как и многим другим, очень понравилась не только теплая атмосфера конкурса, состав участников и жюри, кстати, всегда очень компетентная, но бесспорно и ведущие конкурса. Ни для кого не секрет, что образ артиста складывается путем его творчества, его подачи себя на сцене, его поведения, его общения с аудиторией, посредством ведущих концерта или непосредственно с публикой, и, конечно же, его индивидуального стиля в одежде и прическе и так далее. После яркой незабываемой победы Димаша на этом конкурсе мы все увидели, что какую-то часть к достижению победы принесло общение Димаша со зрительным залом. И большую роль в этом сыграли ведущие конкурса семейная пара Дениса Дудинского и Катерины Раецкой. Димаш по национальности казах, но он смог продемонстрировать прекрасное владение русским языком, без акцента. Димаш, будучи 21-летним молодым человеком, ответил сходу на вопросы ведущих, долго не задумывался, тем самым показав свои интеллектуальные способности. Димаш все больше и больше открывался, становясь при этом более понятным для огромной аудитории Витебского концертного зала. Ведущие и Димаш оживили обстановку концертного зала, потому что ни говори, волнение участников конкурса всегда передается зрительному залу, и зрительный зал также волнуется вместе с участниками песенного конкурса. Димаш вместе с ведущими концерта разрядил эту напряженную обстановку. Димаш продемонстрировал свою прекрасную речь. Речь у Димаша поставлена, словарный запас русского языка достаточно богатый и разнообразный. Денис Дудинский, ведущий концерта, так умело задавал вопросы, что смог показать молодого певца из Казахстана не только с точки зрения профессионала своего дела, но и как личности, с его пониманием мира, с его пониманием того, что окружает его. Он и соведущие сделали это очень тактично. Конечно, вы можете возразить и добавить: ведущих заранее подготовили и им просто дали в руки текст с заготовленными вопросами. Нет, друзья, такое проведение конкурсов дорогого стоит. Проведение таких больших международных конкурсов – это непростая задача. Вспомните эпизод спортивной борьбы в шутливой форме на сцене Дениса Дудинского и Алихана Макина. За какие-то 10-15 минут зрители уже владеют практически полной информацией о конкурсанте.
А как они смело подняли из зала родителей Димаша и даже попросили сказать слова напутствия мамы и папы Димаша своему сыну. Я думаю, что этот новый формат проведения конкурсов возьмут за основу новые молодые талантливые ведущие. Браво, Денис! Браво, Катерина! Если вы позволите, дорогие казахстанские зрители, я поблагодарю от своего имени и от вашего прекрасных ведущих «Славянского базара 2015» Дениса Дудинского и Катерину Раецкую за возможность продемонстрировать всем нам цельный образ артиста, певца, простого парня из Казахстана, из Актюбинска, имеющего прекрасный, волшебный, ангельский голос и горячее сердце Димаша Кудайбергена, и этим самым триумфально и безоговорочно победить на престижном песенном конкурсе «Славянский базар 2015». Теперь поговорим о знании Димашем казахского языка. Знаю, сейчас посыпется критика и даже реплики. Не имеешь права, сама не владеешь нормально казахским языком. Мы получили множество комментариев после видео «Димаш мамы», когда перевели с казахского прежде всего на русский язык, а затем уже на другие языки мира, видео о семье Димаша, о его творчестве. Реплики были не самые лестные. Несмотря на все это, мы будем продолжать переводить с казахского и на другие языки контент, представленный в YouTube, о Димаше. А как иначе? Ведь мы хотим знать больше о Димаше. Языковой вопрос всегда был самым болезненным для Казахстана. Я попытаюсь, не поднимая огромного пласта проблемных вопросов о казахском языке, сказать свое мнение. Моя задача сегодня лишь коснуться казахского языка посредством демонстрации владения им Димашем. Казахский язык – это богатый язык. Как и в русском языке, некоторые слова имеют несколько значений. Казахский язык имеет интересную специфику. Он связан с тем, что казахский язык имеет диалекты. Северо-восточный, южный и западный. Эти диалекты вы особенно не различите. Их различают только те, кто является носителями языка. Димаш родился и жил до недавнего времени в Актубе. Это город в Западном Казахстане. Конечно же, Димаш прекрасно владеет казахским языком с западным диалектом. Давайте обратимся к передаче «Ночная студия» Нурлан Куянбаев от 6 июля 2017 года, где просмотр передачи с участием Димаша составляет свыше 1 миллиона просмотров на YouTube. Передача является аналогом вечернего Урганта, где Нурлан Куянбаев, бывший капитан казахстанской команды и в известной игре КВН, ведет эту передачу очень легко и непринужденно. Нурлан родом из Кызылординской области. Он, как и представитель этого региона, владеет казахским с двумя диалектами – южным и западным. Смотрите эту передачу – одно удовольствие. Прекрасный казахский с шутками, с конкурсами и играми привлекает к просмотру большое количество людей. Димаш был приглашенным гостем этой передачи пару раз. И всегда он с удовольствием принимает приглашение. Это чувствуется по его настроению, а также по его репликам в зал к ведущему, по легким танцевальным движениям, приветствуя находящихся в студии зрителей. В этой передаче, как я уже сказала, Димаш участвовал дважды. Первый раз после победы на Славянском базаре, второй после участия в китайском конкурсе I Am Singer. Мы обязательно переведем эту передачу с казахского и на все языки мира. Как заметился ведущий первой передачи, даже речь Димаша чем-то напоминала пение. Все как в песне, делает паузы, придает ритм словам, говорит спокойно и расслабленно. Кажется, что прямо сейчас в воздухе витает классика, как будто мы сидим на облаке расслабленные. Димаш, а он вдалеке. Эй-эй! Димаш! Hoş geldin, körler. Димаш әңгімелескенде де ән сияқты әңгімелеседі екен, мағынасы да тұла бойыма күтетті ритм, ары қарап тоқтау жағын бәрін. Спокойно тұрып әңгімелесе бер,
Біз де кәдімгі классика ұшып бара жатырмыз кәдімгі ана. Бұлттың үстінде жүрген сияқтымыз. Димаш десең, Димаш владеет не только прекрасным казахским языком, но он еще интонационно показывает красоту родного языка. Димашу задали вопрос: какие ты уроки вынес после конкурса I Am Singer? Он ответил: конкурс был тяжелым, он не владел китайским языком. Для полноценного развития личности нужно овладеть языками. И для него мечта как артиста, как певца, стать полиглотом. Вот так ответил Димаш. Так что мы считаем, Димаш не остановится на достигнутом, он будет изучать и другие языки мира. И это правильно. И мы последуем примеру Димаша, потому что мир становится открытий, мир стирает границы. И мы уже подумываем о том, чтобы поселиться на красной планете Марс. Ну все, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу передачу. До свидания, до новых встреч! Көркенен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымда, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Тамаша, бірге тек күні. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен, алақандай алайдан, аңсарым тардағым сен. Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірін, сөндір алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сен егер, тағдырыма тарту етсе Тәңірім. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Сіздер. Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен. Әрмен қалай еді? Қане?
алақандай алайтын аңсарым тартақым сен. Дорогие друзья, послесловие. Мне кажется, Димаш уже в Америке. Пальмы за спинами Димаша и его папы, зеленая лужайка, молодые люди, катающиеся на скутере. Все говорит о том, что он, скорее всего, в Лос-Анджелесе. Все, теперь еще раз прощаюсь с вами. До свидания. Пока.